Ночной Эрдемли. Машина, видите, как рычит? Там что-то надо с глушителем сделать. Ай! Сколько тут раздражающих факторов. Кукуречь. Кукуречь, мы думали, что это что-то с курочкой связано, да. Здесь Мишина тренировка. А здесь Мишина и Олежкина. Да, вот здесь Мишина Тренировка. Сегодня прокатались зря дети. Да, дети сегодня одни поехали и зря прокатались. Но они молодцы уже, самостоятельные, да, Леш? Да. Сами приехали. Сами туда, сами обратно приехали, а там этот зал на обработке, санобработки, короче, и они обратно поехали. Ага. Машинка рычит, надо, короче, глушитель как-то зафиксировать, я так поняла, да? Да, там хомут, короче, соскочил или что-то, надо его развернуть на место. Ага. Всем доброе утро. Миша, подними одеяло на полу. Всем добрый день. 12:06. Алексей готовит завтрак. Я монтирую видео. На улице превосходнейшая погодка. Солнце светит. Ух, класс. Красота. Ляпота. Привет, привет, привет. Короче, сейчас я вам расскажу. Напишите в комментариях, кто знает, кто, может быть, учился в Ташкенте, в Кюйгвоне, Центр образования Республики Корея. Очень многие корейцы и не корейцы знают этот центр, учились там. Кто тоже знаком, пишите в комментариях, посмотрим, сколько нас. В общем, 20 лет тому назад я училась в этом центре Республики Корея, в Кюйгвоне, который находится в районе рисового рынка в Ташкенте, не доезжая там рисового базара. И там у меня были подружки, близкие подружки. Одна из них сейчас живет в Корее, в совершенстве знает корейский, работает в банке. Вальчика, если смотришь, привет тебе огромный. Люблю, скучаю, приезжай, как только будет возможность, при первой же возможности приезжай. Очень-очень буду рада. В общем, мне звонит подружка по скайпу. Скайп я загрузила себе относительно недавно, потому что педагог по вокалу мне сказала, что я занимаюсь либо в зуме, либо в скайпе. Какая программа вам больше подходит? Я говорю, в принципе, любая, но зная, что в зуме ограничение 40-минутное, наверное, удобнее было бы, чтобы не перезваниваться постоянно в скайпе. И у меня скайпа этого не было, лет 5, наверное, точно, да, Лёшка? Не было у нас этого скайпа уже давным-давно, мы не пользуемся, все уже давно перешли на WhatsApp, на какие-то другие мессенджеры, вот. Короче, и тут я загружаю скайп, месяц тому назад. И меня в скайпе находит моя подружка из Кюйгвона, с которой мы учились 20 лет тому назад, очень-очень близкая подружка, любимая. Вот, и позвонила, стала говорить, что у нее брат, я знаю ее брата, маму, она мою семью знает, я ее семью знаю, мы очень близко дружили. Вот, она говорит, что женился брат на девушке, которая постоянно что-то в Ютубе смотрит. И когда, говорит, я поняла, что она смотрит, говорит, тебя, так, говорит, была приятно удивлена, говорит, она все твои каналы смотрит. Вот, и когда она смотрела, еще не знала, говорит, что ты моя подружка. И когда я увидела, что она смотрит, кого она смотрит, я поняла, что она все твои каналы смотрит. Блин, так классно, говорит, столько, говорит, ностальгии нахлынуло. Рассказывает, тоже теперь уже знакома с моими каналами, рассказывает, что открыла видео с папоротником, где мама жарила папоротник. Так, говорит, вкусно получилось, блин, говорит, тетя Катя, такая, говорит, ностальгия, так хочу всех увидеть, говорит. Всегда, когда в Ташкенте жили, дружили с ней, я, говорит, всегда хотела, чтобы вы меня удочерили, твоя мама всегда так вкусно готовит. В общем, так классно пообщались с ней, я очень-очень-очень была рада ее услышать, увидеть, по видеосвязи мы общались, супер. А она, подружка моя, училась в Ташкенте в турецком лицее.
Вот что меня мама в турецкий лицей не отдала в свое время? Сейчас бы турецкий знала бы, да? В общем, училась в турецком лицее, она знает турецкий. Я говорю, Валька, ты же турецкий знаешь. Она говорит, да, говорит, знаю, но уже, говорит, забывать начала. Корейский она знает в совершенстве, ну, поскольку она работает в банке, с людьми общается. Вот, иногда, говорит, клиенты приходят, что-то по-турецки говорят, я, говорит, все понимаю. Но сказать уже, кроме как имя, фамилия, подпись, не могу, говорит, ничего. Вот. Ну, она очень-очень умная девочка, у нее память феноменальная, как у нашего Олега у нее память. И когда мы учились в центре, вот в корейском центре, она всегда была передовиком у нас, потому что вот только она услышала слово, фразу, все, у нее это уже в голове. Ей не надо зазубривать, заучивать, она очень умная девочка, поэтому я думаю, если она к нам приедет, она спокойно сможет общаться на турецком языке с нашими турецкими друзьями. Блин, так классно вообще, я так рада была ее видеть. Так я вам более того скажу, я в разные периоды несколько раз училась в этом корейском центре. И вот в один из периодов я, значит, очень сильно близко дружила с Валей. Мы потом продолжили с ней общение и дружбу. А в один из других периодов я познакомилась с девочкой Линой, и с ней мы тоже сдружились. С ней мы тоже потом и после корейского центра продолжили это общение, дружбу. Вот, Валя с Линой, две мои подружки близкие из центра корейского, друг друга знали очень-очень плохо. Ну вот, может быть, они даже не учились вместе, может быть, они знали друг друга через меня, что вот есть подруга Ольга, может, у меня встречались. Я вот точно не могу сказать, но знаю, что они друг друга знают очень-очень мало, а я дружила и с одной девочкой, и со второй очень-очень близко. Вот, и что вы думаете, представляете? Валя мне рассказывает, моего парня, друга, жена, говорит, твоя подружка Лина, которая живет от меня, говорит, в 5 минутах ходьбы. Блин, так было приятно. Я говорю, слушай, когда... И они собираются компанией, когда... Я говорю, если вот очередной раз соберетесь в компании, вот Новый год скоро будет, говорю, обязательно мне звоните, я так буду рада и Лину увидеть, и тебя еще раз увидеть. В общем, столько положительных эмоций получила с утра. Спасибо огромное вообще, что подружка меня нашла. Спасибо судьбе за то, что я вообще вышла на педагога, которая сказала, давай заниматься вокалом в скайпе, потому что я знаю, что подружки моей Вальчики в других соцсетях практически нет. Может быть, у нее есть WhatsApp, я не знаю. Вот, но в скайпе мы с ней... Давным-давно, когда еще вот разъехались я в Россию, она в Корею, мы поддерживали связь через Skype. А потом, Skype, сами знаете, такая программа, которая уже не пользуется популярностью. Естественно, мы уже лет 5 ее не использовали, эту программу. И сейчас вот только я ее загрузила месяц назад. Восстановила пароль. Вот. И Вальчика меня нашла. Классно. Это очень здорово. Столько положительных эмоций, воспоминаний нахлынуло. Я очень рада, я очень счастлива. Спасибо, Вальчика. Очень тебя люблю, скучаю. Приезжай в гости. Я немножко лохматая, потому что я еще сплю, поэтому не обращайте внимания. Вот, пришел ко мне вот такой вот человек красивый, смотрите, на снеговичка похожий. Иди, поздоровайся со зрителями. Здрасте. Здрасте. Такой красивый, похудел, такой щечки сладкие стали. А то раньше вот так этого глаз видно не было. Тетя Сардинчева откормила. Вот такой у нас снеговичок. Турецкий учит. Умничка, да ты мой сладкий, да ты мой красавчик. Умничка, я горжусь тобой. Скоро будешь балакать по-турецки. Тетя Валя в гости приедет, будешь с ней по-турецки. Мераба, насылсынес. Да? А? Тетя Валя — это мамина подружка, вот я про которую рассказывала. Она сказала, пандемия закончится, обязательно к нам в гости приедет. А живет в Корее. Сказала, вы к нам приезжаете тоже. Поедем? Хочешь в Корею? Не знаю. Такой сладкий, такой щекастик, такой сладкий. Похудела, щечки все равно остались. Но глазки стали видны теперь.
А то вот такие были. Иди учи турецкий. Сейчас. Яишенку. Молока бахнуть? Бахни. Алексей Николаевич, Я. скажи хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Такой красивый. Классный папа. Вот, оказывается, для чего подарили наши турецкие друзья нам этот пледы. Да? Вот так сделай еще. Вот так. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Туда. Пой песню, мы поедем и помчимся. На оленях утром ранним. Ну, маленькая. Классный персонаж у нас, да? Давай, пап, пой что-нибудь. Хо-хо-хо. Этот, да. Ну, садись на коленочку, рассказывай, что ты, Стишок. как ты себя вел. Олегом. Да, а слушай, может тебе Дед Морозом подрабатывать? А? Знали. Давай скажи, здравствуйте, детишки. Здравствуйте, детишечки. Как вы себя вели в этом году? Похоже же на Деда Мороза голос. Кому нравится, ставьте лайк. Давай поговори с детьми. Говорите ваши мечтания, и мы с оленями доставим ваши подарочки. Bir dakika. Bu benim için değil mi? Про подарочки сразу Машка и Медведь. Ромашку, да, сразу вспомнил. Так, ладно. Алексей муж пригласил на завтрак. Он еще яичницу не разложил. Еще яичницу не разложил. Так разложи. Так ты присаживайся хотя бы. Присаживаюсь, сейчас оденусь и присяду. Олега вперед пропусти. Давайте, выходите. Олег, выходи. Олег, выходи, мама тебя хочет впечатлить. Да сейчас все выхожу. Сюда в комнату выходить надо. У Олега куртка теплая, двухсторонняя. Двухсторонняя. Так у Миши-то не двухсторонняя. Но он все равно это перевернул ее, ему так нравится. Повернись спиной. Бруклин. Олег, покажи. Вот так вот. О, так лучше, Олег. Так носи. Ну, днем вот так вот, а ночью лучше тот голубой, он на дороге виднее человек. Светлый тут. Да. Здесь очень много людей в темной одежде. Обращаю внимание, тоже ходят, как и у нас тоже. У Олега двухсторонняя куртка. У Миши односторонняя. Ты смахнул флешку, оставь обратно. Ребята собрались гулять. Погода у нас превосходнейшая. Олег, не одевайте шапку, когда вот такая солнечная погода. Друзья мои, вы только посмотрите, какое море замечательное, как оно блестит, переливается, как жарко на балконе. Дети наши где-то внизу на велосипеде катаются. Ой, как хорошо на улице. Знаете, чем пахнет? Весной, вот российской весной прям пахнет. О, вдыхаешь, такая прям свежесть классная. Супер. Солнышко светит, морешко переливается. Что-то я не вижу детей наших. Они сказали вот здесь. А? Очень классная погода, суперская. И не холодно вообще. Вот я стою, вообще не холодно. Такая у нас зима. А, вон, Олежку вижу. Это у нас сегодня на момент съемки, Леш, какое число? 22 декабря. Вон Мишутка катается. Ирма и Кинчи. Аралык, да, декабрь? Ирма и Кинчи Аралык bugün. Biz Türkçe учим. Biz Türkçe учим. А? Öğretmeniz тогда. Вот. Кто знает турецкий, исправляйте нас. Мы активно занялись, вернее, дети активнее, чем мы. Ну, а мы тоже не прочь, если есть свободная минутка, тоже поучить турецкий язык. Вот, а дети прям уже активно учат турецкий язык.
И надеюсь, что скоро у них что-то начнет получаться. Посмотрите, море какое. Супер, супер. Солнышко выходит, настроение появляется. Солнышко заходит, настроения нет, домой хочу. Как-то так. Дети нагулялись с Алексеем. Алексей поехал с нашим другом в Ардемле опять машину чинить. Как нам надоела эта машина вообще. Она столько сил, времени, денег забирает. Просто жесть. А дети у нас кушают новый рецепт я готовила. Вкусно, дети? Да, очень вкусный. С рисом они кушают, с овощами. Приятного аппетита. Спасибо. Нагулялись? Море красивое? Очень Сейчас мама красиво. пойдет с тетей Сардиней гулять тоже. Мгм. Что вы там делали? Просто... вы катались на велике. Да, но мы еще останавливались так, смотрели, что наш папа и... Ну, как его? Кого? Тоже не ходить кататься. Нет. Ну, назовем это наш знакомый А делали. Дядя Рай? Нет, А, дядя Руслан. дядя Руслан. С машиной, что ли? Да. Они смотрели, дядя Руслан какой-то подцепил этот провод. Угу. Через планшет смотрел. Понятно. Да, вот нам сосед наш, спасибо ему огромное, говорю, с меня морковка по-корейски, сделал, значит, диагностику машины, и они сейчас поехали в Ардемле, опять там надо куча ошибок, компьютер показал, ну, никак не кучу, там 2 ошибки, и надо их попытаться исправить. Дядя Руслан говорит, прокладку надо поменять. Ладно, не надо подробностей. Ну да, Ну, все понятно. проблемы, короче, опять. Да. Надоело. Надоело. Да? С машиной удобно, но столько проблем с ней. Просто жесть. Не сейчас тут проблема, потом очень удобно будет. Потом что? Проще будет? Намного. Да? Машина будет. Даже хотел туда и поехал. Логично, Миша. Правильно рассуждаешь. Ладно, дети, приятного аппетита. Я тут видео монтирую, дети обедают. А у нас супер классная погодка. Я даже на балконе полежала немножко. Вот это у нас раскладушка, которую нам наш друг Ирай покупал. Она супер классная. Смотрите, матрас какой здесь толстенный. Ну, она, собственно, раскладушка, но не в том понимании нашей советской раскладушки, которая складывается сама по себе пополам. В общем, вот такая классная у нас тут кроватка живет на балконе. И когда солнышко, здесь очень-очень-очень комфортно, удобно и уютно. Всем привет! Сегодня отличный солнечный день. Я выдвинулся за машиной, брать ее из ремонта. Вот, наш друг Ирай, турецкий друг Ирай, должен был созвониться и потом перезвонить, что нас ждут уже ко времени. Вот. Единственное, он не перезванивает, но ждать тоже непонятно сколько его, а мне туда доезжать еще до места час ехать, не меньше. Поэтому я выехал уже, нет, больше часа, мне, наверное, час на автобусе, потом еще там полчасика, минут 20 пешком еще пройтись. Поэтому я уже поехал. Он сейчас, надеюсь, все-таки созвонится с автоцентром, во-первых, во-вторых, мне перезвонит, мне или Оле, что, мол, все подтверждается, и встречаемся там же, на том же месте в тот же час. Вот. И сейчас иду на автобус, сейчас уже подхожу к трассе, ну и тут автобус часто ходит, в этом смысле проблем не должно быть, а там потом только не прозевать максимально близкую к автоцентру остановку, потому что я название не знаю, что на остановке. Они нигде не пишутся, собственно говоря, ни в каких картах, ни Google, ни в каких других. Так что буду смотреть просто по навигатору. Ладно, я уже пришел, вот уже тут шиномонтажка. Я постоянный клиент с велосипедом со своим. Сейчас будем садиться в автобус. Так, привет всем. Я вышел уже
Мерсине, возле какой-то школы такой вот, зелененькой. Здесь вот такой значок Бургер Кинга большой, торговый центр. Теол написано. Теол, вот он, значок его. Собственно, я проехал свою остановку, я приехал в форум. У меня есть время свободное, друг нас опаздывает сильно. Поэтому я сейчас пойду в форуме, поброжу. Какое-то время там потрачу, а потом вернусь в мастерскую, автосервис, так сказать. Идти с автосервисом не получится далеко. Вот. Но я сейчас заранее уже посмотрю, сколько мне времени идти до сервиса, чтобы вовремя выйти из форума, так сказать. Форум здесь неподалеку, я ни разу в нем не был, поэтому мне интересно, что это, как это. Так, мельком гляну и вам покажу. Где-то прям тут недалеко должен находиться он. Это большой магазин, я думаю, многие, кто здесь бывает в Мерсине, его посещали. Примкнул вас к вашим рядам. Так, ладно, иду где-то. Тут должен быть поворот сейчас направо. Судя по всему, я подхожу к нему. На той стороне написано форум. Этот мост переходный из одного корпуса в другой. Сейчас я посмотрю, сколько мне идти обратно отсюда. И тогда уже зайду в магазин. Не знаю, в левую часть заходить этого магазина или в правую. Она вон туда, вот туда уходит. Сейчас еще это тоже посмотрю, куда тут можно еще заглянуть. Здесь интересненько, здесь как-то оформлено к Новому году. Здесь олени стоят. Внизу, кстати, вон шерстят тоже. Всех проверяют хэс-коды и так далее. Красиво оформлено. Я тут ни разу не был. Там кольцо. Единственное, что если приедешь на общественном транспорте, на своем транспорте, где машину бросать, надо, короче, будет искать место. А так вот визуально без проблем. Черепашки вон там внизу, видите, какие-то прикольные. Вот, я пойду просто вперед. У меня есть, я посмотрел, 1,5 часа. И, собственно говоря, чуть раньше, чуть меньше, чем 1,5 часа, скажем так. Пойду сейчас просто проведу время, так сказать, посмотрю на бренды. А тут вот, видите, вот, тут Adidas, и там обувной какой-то был. Здесь Ли Ренглер. Это магазин джинсовый, сами вы понимаете. Экол, не знаю, что за Экол. Вот, идем дальше. Вижу, что внутри какими-то огоньками оформлено. Сейчас зайдем. Наверное, все это увидим. Да, вот они. Огоньки. Я так понимаю, правильно говорят про этот магазин. Сюда, если придешь, тут целый день будешь ходить и ходить из конца в конец. И конца и края этому магазину не видно. И Мигрос, видите, внизу есть большой. Кстати, я пойду гляну, я все. Там некоторые позиции не нашел в Турции, поэтому хожу их. Не в простом магазине не купил, а хожу ищу где-нибудь в таких, в больших магазинах. Так. Медиамаркт. Это в России раньше был этот торговые центры такие, сейчас их закрыли и ушли. Мави одежда, вы знаете, такое тоже. Там Коллинсы, джинсы тоже вон впереди. Панчо прохожу, какой-то детский магазинчик. Что еще? Какие-то зверюшки здесь. Это на которых кататься можно. Я думаю, что с детьми здесь весело. Можно. Вон вверху фудзон написано. А вон там Мигрос, большой магазин Мигроса. Сейчас мы пойдем к нему спустимся. Сейчас заглянем за угол, что здесь интересного. Тут продолжение. Детский магазин, то есть LC Waikiki. Кстати, еще один Waikiki, потому что я шел, там был другой Waikiki.
Мне на просвет было видно. Какой-то одежный магазин или бельевой, не знаю. Что тут еще? Опять бельевое. Бельевое царство здесь пошло. Пижамы, пижамы и пижамы. Да, здесь дамам будет интересно, я думаю, если сюда прийти. Только, а вот обувь, смотрите, в огромных количествах. Кемаль Танджа написано. Так, интересно. Артели. Да. Ладно, сейчас еще по этой стороне пробегусь. Кстати, вот красивая Кики. Пойду гляну одну позицию, мне интересно. Для меня самого.